взрывчатого вещества – гексогена. На основании заключения экспертов в ту же ночь Рязанская прокуратура открывает уголовное дело по статье 205 «Организация террористического акта». 1200 милиционеров и военных бросают на поиски подозреваемых. Их фотороботы расклеены по всему городу и розданы всем патрулям. Были двое мужчин, один с усами и женщина в спортивном костюме записи. Вечером 23 сентября премьер-министр Путин заявляет на весь мир: что касается событий в Рязани, я не думаю, что это какой-то прокол. Если эти мешки, в которых оказалась взрывчатка, были замечены, это значит, что все-таки плюс хотя бы есть в том, что население реагирует правильно на события, которые сегодня происходят в стране. Таким образом, Путин подтверждает, что в Рязани действительно был предотвращен теракт. Телефонные станции Рязани работают в особом режиме. Телефонистка Надежда Юхнова перехватывает подозрительный разговор с Москвой. Набранный номер начинается с цифр 224. Это ЭТС, обслуживающая штаб-квартиру ФСБ. Дик спрашивает: дама с вами? Нет. Дама едет троллейбусом. 12 часов. Машина где? Машина на стоянке. Выезжайте по одному из Рязани, везде перехваты. Ну и тут уже прям, наверное, простому человеку ясно, что это, если у всех в голове только один терроризм. После этого звонка установить квартиру, в которой прятались подозреваемые, было несложно. Рязанские оперативники оказались на высоте. С момента обнаружения бомбы прошло чуть больше суток. И тут происходит совершенно необъяснимая вещь. В один и тот же день, 24 сентября, с разницей в полчаса, в том же самом месте, два члена правительства делают противоречащие друг другу заявления. Министр внутренних дел Владимир Рушайло без тени сомнений утверждает, что в Рязани был предотвращен теракт. Есть положительные сдвиги. Об этом, в частности, свидетельствует вчерашнее предотвращение взрыва жилого дома в Рязани. Но тут же руководитель ФСБ Николай Патрушев опровергает своего коллегу. Это не был взрыв, во-первых. Во-вторых, не предотвращен, и думаю, что не совсем четко сработали. Это было учение, там был сахар. Взрывчатого вещества не было. Официальную версию было трудно поддержать даже людям, занимавшим самые высокие посты в спецслужбах. Я, например, так и не понял, почему же потребовалось 2 дня для того, чтобы объяснить миру, что это учение. Ну, честно говоря, просто это необъяснимо. Именно для того, чтобы посмотреть всю цепочку действий, в том числе и по поиску возможных террористов, поэтому, естественно, мы не объявляли, что это учение. Рушайло это нельзя было предупредить, что ли? Знаете, я думаю, несостыковки какие-то могли быть, но в ходе учений, в ходе учений проверялась и наша система, и система органов внутренних дел. Представьте, как увидел Владимир Борисович на этой коллегии, когда он говорит, что вот такой успех, а через полчаса Николай Платонович говорит, что да нет, ребята, это учение было. Но еще в более неловком положении оказался Владимир Путин, который тоже успел заявить о предотвращенном взрыве. Знал ли о рязанских учениях премьер-министр? Предположение, что до заявления Патрушева 24 сентября премьер-министр Путин не знал о проводимых в стране учениях, невероятно. Если так, Путин обязан был уволить Патрушева со своего поста в тот момент, когда он узнал, что в Рязани проводятся учения. И Патрушев вводил в заблуждение не только всю страну, но и его, Путина. Но Патрушев остался на своем посту. Получается, что Путин знал о том, что Патрушев проводит в Рязани операцию по подрыву жилого дома. А вот сотрудники Рязанского УФСБ об операции Центра по соображениям секретности информированы не были. Но они видели своими глазами, что и детонатор, и взрывчатка были подлинны. Положение рязанских чекистов было не самое завидное. Более того, теперь московское начальство заставляло рязанское УФСБ играть совсем другую игру. И тогда
Страхуясь и отмежевываясь от действий центра, местные чекисты публикуют абсолютно уникальное заявление. Я считаю, что этот документ – формальное доказательство причастности ФСБ к организации взрыва в Рязани. Я эти несколько строк зачитаю. Это заявление Рязанского УФСБ. Как стало известно, закладка, обнаруженного 22 сентября имитатора взрывного устройства, явилась частью проводимого межрегионального учения. Сообщение об этом стало для нас неожиданностью и последовало в тот момент, когда управлением ФСБ были выявлены места проживания в Рязани, причастных к закладке взрывного устройства лиц, и готовилось их задержание. Чтобы обосновать версию учений, нужно было объяснить, кто именно проводил их на месте. И общественности было показано интервью с одним из сотрудников спецподразделения ФСБ «Вымпел». На основании распоряжения руководства Федеральной службы безопасности в соответствии с планом проведения первого этапа операции «Вихрь антитеррор», группа была поставлена задача выехать в город Рязань для проведения данных мероприятий, что и было сделано. Закупить сахарный песок, собрать имитатор взрывного устройства. Сахар приобретали на местном рынке в количестве 3 мешков. Действительно, по утверждению ФСБ, сахар закупался вечером, но фотография явно сделана днем. При таких несостыковках выход один – стоять на своем. Сахар был, сахар. А что касается детонатора, то не было там никакого детонатора совершенно. Они купили в магазине там 3 батарейки, патрон охотничий, провода, и все это изготовили гуляш и положили на мешки с сахарным песком. Давайте мы исходить будем из факта, о котором нам сказали, что в мешках был сахар. Вот в мешках сахар. И выясняется, что ни эксперты ФСБ, ни эксперты МВД сходу не могут понять, что перед ними сахар. Так что... Однако экспертиза, которая занимает несколько минут, в лабораториях ФСБ растянулась на полгода. Как только уголовное дело будет закончено, я готов еще раз с вами встретиться и уже тогда по этому уголовному делу рассказать, что... Когда это может произойти? Вот здесь не знаю. Что же, экспертиза сахара может занять несколько месяцев? Ну, а там очередь, ведь понимаете, в чем дело? Это тоже неправда. Напрасно. После передачи жители Рязани попытаются предъявить иск ФСБ. Они не узнают ничего нового. Несмотря на закрытие уголовного дела, на него был наложен гриф секретности. Хотя это прямое нарушение статьи 7 Закона о государственной тайне, запрещающей засекречивать сведения о чрезвычайных происшествиях, угрожающих безопасности и здоровью граждан. Здесь почерк абсолютно ясен, что приискивались помещения, желательно, подвальные, либо на первых этажах. Они снимались под видом складирования того или иного товара, и туда завозилась взрывчатка. В течение, я так полагаю, что в течение суток-двух это спокойно можно было завести и подготовить к взрыву. Она доставлялась сюда под видом мешков с сахаром. Однако, если предположить, что все взрывы домов 99-го года – дело рук спецслужб, ясно, что их подготовка заняла несколько месяцев. А вплоть до августа 99-го года ФСБ возглавлял Владимир Путин. Другой вопрос. Уже произошли эти взрывы. Уже произошел факт рязанских учений в кавычках. Почему Путин, как президент страны, не расследует то, что произошло? И ответ, я думаю, тут очевидный. Либо он очень хорошо знает, что произошло на самом деле, либо, есть в конце концов другое, совершенно космическое такое предположение, что Путин реально в стране ничего не контролирует. Так или иначе, для Кремля риск нового, настоящего расследования взрывов 99-го года слишком велик.
Потому что если в результате его будет установлено, что ответственность за эти теракты несут российские спецслужбы, легитимность людей, которые сегодня правят страной, автоматически оказывается под вопросом.